Перед началом истории отметься на видео, поставь лайк и подпишись на канал. Мертвая голова. «Бабушка, бабушка, расскажешь историю?» Внучата забегали вокруг старухи, сидящие в кресле качалки и докуривавшей последнюю сигарету. Дым тонким столбом устремлялся под потолок сталинки. Бабушка потерла очки и взглянула в окно в темноту двора. И медленно и монотонно начала рассказ. Тихим осенним вечером, когда все уже готовились ко сну, Иван сидел на старом деревянном табурете. Табурет медленно шатался под ним, так что приходилось держать равновесие. Белая краска, местами облупившаяся, падала на пол со стен, еле слышно хрустя под ногами. Иван брил голову. Зеркало, залапанное пальцами, тускло отражало висящую лампочку без плафона. С окна сквозило холодом. За окном свистел и изгибал голые ветви ветер и дождь. Он выстукивал по жестяному настилу подоконника, словно по голове. Парень взглянул на себя в зеркало. Пена для бритья сползала с висков, обнажая не до конца выбритые участки. Он поднялся и подошел в упор. Покрутил головой по сторонам, задрал подбородок, осмотрел себя со всех сторон и довершил начатую процедуру последним резким движением. Убрал остатки коротких волос с макушки. Он заодно сбрил участок кожи. Кровь текла быстро, устремляясь вниз по мокрому лицу. Он тут же приложил кусок газеты к порезу, и кровь перестала течь. Посмотрев еще раз внимательнее, он ухмыльнулся и, потерев ладонью стекло, вышел из комнаты. Дождь становился сильнее, в лучах фар блестели темные лужи. Дороги, и без того отвратительные, превратились в полосу препятствий. Грязь и вода бесчинствовали на улицах города. Иван вышел из подъезда и съежился, подняв воротник желтой кожаной куртки и смахнув со свежепобритой головы капли дождя, он направился вверх по улице, к центру города. Руслан с детства был забавным мальчуганом, что стоит только его торчащие в разные стороны уши. С возрастом особенность все больше бросалась в глаза, сколько парикмахеры не прикрывали ее прическами. Руслан стоял молча, смотрел на капли дождя, падавшие под русский рок, оравший из колонок радиотехника С-90. Стук соседей в стену лишь усиливал ритмичность композиции. «Ну не любят в стране классику», — думал парень. Надев пальту с капюшоном и черно-белые кеды, он в припрыжку пустился по лестнице. Дождь еле капал, оставляя круги на зеркалах мутных луж. Руслан спрятал голову в капюшон серого цвета. Он еще больше добавил серости к серым стенам и мокрому асфальту. Переступая лужи, парень направился в центр города. Владимир, или для друзей просто Вова. Отслужил срочку, Вова вернулся домой и не нашел себя, а нашел работу охранником в местном ЧОПе. Изо дня в день он сидел на пластиковом стуле, стоял у пластикового стула, бродил вокруг Тула. Он нес службу. С ухмылкой убийцы и блистая золотой зубной коронкой, он наводил ужас на бабулек. Он был грозой супермаркета, его санитаром. Черная форма и официальный вид наводили страх на покупателей, так он думал. Лил дождь, далеко за городом гремело и сверкало. Вова не боялся, он ждал конца рабочего дня. За 5 минут до закрытия он осмотрел торговый зал и, не приметив нарушителей, отправился в подсобку за вещами. Оставшись в форме и при головном уборе, он смело вышел из супермаркета. Уверенным шагом он, не обращая внимания на лужи и их глубину, направился в центр. Михаил бил грушу в центре пустой комнаты, усердно и не щадя. Пот реками стекал по мышцам до спортивных бурых шорт. Взглянув на часы, боксер смахнул пот со лба, поймал болтавшуюся грушу и ушел в душ. Вышел чистым и опрятным, взглянул в зеркало и, достав расческу, довершил последним движением прическу до идеала. Закинув за плечи рюкзак в спортивном костюме с полосками по бокам, он направился в центр. За полчаса Иван добрался до назначенного места. До назначенного времени оставалось не более 20 минут. Он осмотрелся по сторонам в поисках возможных мест, где можно спрятаться или спрятать дубину или биту. Не обнаружив таковых, он успокоился и уселся на заранее принесенное кресло, которое хоть и промокло под ливнем, но оставалось пригодным для недолгого отдыха. Парень забрался на него ногами и сел на спинку. Оставалось ждать. Первым на горизонте из окна заброшки в первом этаже показался Руслан. Он одним движением перешагнул оконный проем, широкими шагами направился к Ивану. Тот уже стоял рядом с креслом и ждал. Ладони превратились в кулаки. Руслан набирал ход и уже бежал, замахнувшись и обнажив свои белые большие зубы в нечленораздельном крике. Иван сделал шаг в сторону.
и Руслан влетел на кресло, отчего то чавкающим звуком перевернулась в грязь. Парень лежал в грязи и стонал от боли. Иван смотрел на него неестественно вывернутую ногу, текущую тонкой струйкой в серую грязь кровь. «Ну что, съел?» Иван громко рассмеялся и с размаху влепил раненому кастетом по зубам. «Теперь они больше не будут торчать так, как раньше». Он поправил кресло, пнул бессознательное тело и уселся ждать дальше. Много ждать не пришлось. Владимир, он же Вова, был хитрее. Он напал сзади, закрыв глаза Ивана форменной кепкой, принялся душить сидевшего на кресле и сбитого с толку парня. Вова широко расставил руки и крепко сжал их на горле. Иван круговым движением головы сбросил кепку и боднул его затылком в нос. Желтая куртка мгновенно залилась красными потеками крови. Нос был сломан, глаза бывшего военного залились кровью. Он без разбора стал молотить кулаками в воздухе. Вот его рева закладывало уши. Иван еле успевал уворачиваться от летящих в его сторону кулаков. Он отступал по кругу. В один из таких шагов он споткнулся и сел на задницу. Вова тут же бросился добивать поверженную жертву. Иван нащупал под рукой форменную кепку чоповца и швырнул ее в лицо летевшего на него Владимира. Он использовал чужой прием, а сам развернулся и пнул упавшего на пустое место бывшего военного в бок. Рык боли сотряс воздух. Иван прыгнул на него, лежащего на земле, и принялся душить и топить в грязной луже, и отпустил его, когда тот перестал подавать признаки жизни. Кто-то схватил его за плечо и дернул на себя. Иван упал на бок и увидел лицо Михаила, смотрящего на него свысока. Михаил жестом показал ему встать и принял боевую стойку. Только Иван успел выпрямить ноги, как тут же прилетел первый удар в скулу. Иван снова упал на колени. Михаил ждал. Иван поднялся на одно колено и посмотрел на Михаила. Опираясь на обе руки, он поднялся и сразу получил еще раз. Из разбитых губ полилась кровь. Иван выдохся. Михаил был дисциплинирован, а дождь начинался с новой силой. Капли остужали и придавали сил. Иван в последний раз рванул к спортсмену. Михаил упал за шаг до него. Звук грома слился со звуком выстрела. Из плеча Михаила текла кровь. Жанна была обычной скромной девушкой. Рыжие волосы, яркие красные ногти, красивые платьица, большие невинные глаза. Вот и сейчас, надев ярко-оранжевое платье и белую кожаную куртку, накрутилась плойкой и сделала боевой окрас. Она прихватила папин ПМ с полным магазином и резиновые сапожки. В полной готовности она отправилась в центр. «Ты вовремя, я почти закончился. Куда ж без меня?» Ласково погладила его лысину и смотрела своими глазами в его глаза. Нож проткнул кожаную куртку, разрезал кожу ниже шестого ребра и вошел в легкое. Иван упал на колени. Жанна смотрела на него сверху вниз. Бабушка посмотрела вокруг, внуки спали кто где лежал. Она прошлась по кругу, укрыла всех и поправила детей по кровати. Взглянула в окно на ливень, провела пальцами с яркими красными ногтями по запотевшему стеклу. Взглянула пронзительными глазами в грязное зеркало и поправила накрученный ярко-рыжий локон. И, усмехнувшись, она ушла.